Я думаю, всем будет очень интересно, в том числе и мне, сколько же я потратил денег, чтобы получить полные ирландские права. В этом видео я сейчас все вам расскажу, распишу, сколько мне пришлось потратить евро, да, чтобы получить вот эти вот полные ирландские права. Видео про то, сколько по времени у меня это вышло, я уже записал на моем YouTube канале «Моя ситуация». Не забывайте подписываться, и главное, кто становится спонсором, для тех людей я записываю эксклюзивные ролики, где более подробнее буду рассказывать всю ситуацию и рассказывать какие-то лайфхаки, что было на тесте, как лучше себя повести. То есть, ну, немножко, да, информация такая более широкого профиля, которую не каждый рассказывает на просторах интернета. Ну, а мы продолжаем говорить о том, сколько же евриков, да, сколько же пиньонзов, сколько же бабок, мани, кэша я потратил, чтобы осуществить свою мечту и получить в Ирландии полные ирландские права, то есть стать нью-драйвером. Начнем с того, что в начале пути вам нужно сдать теорию, то есть теорию вождения. Имеется в виду правила дорожного движения, по-нашему, обычное правило дорожного движения. Что вам нужно? Чтобы подготовиться к этому тесту, я покупал диск. Сейчас я вот сегодня зашел, вчера, то есть на сайт, и там уже дисков вообще нету. То есть я попал еще в вот эту вот старую волну, где еще были диски. Я купил диск за 20 евро. Плюс у меня что компьютер, что ноутбук не поддерживают диски. Мне пришлось еще отдельно купить дисковод. Переносной такой. Купил это все. В диске там сразу все правила дорожного движения, плюс сразу там можно проходить тест. То есть там прямо на диске сразу тест. То есть вы устанавливаете эту программу, и больше диск вставлять не нужно. То есть там только когда обновление, если не ошибаюсь. То есть программа устанавливается, и все. Мне было удобно. Многие говорят, что неудобно, потому что типа, ну как переводить. Мне приходилось, да, телефон там наводить, чтобы перевести вопросы. То есть было немножко сложно, но при этом я и обучался. Знаете, когда процесс немножко сложнее, то ты как-то больше суетишься. Когда оно все само переводит, то ты даже не запоминаешь ничего на другом языке. То есть мне было, в принципе, удобно. Моя жена так же само училась по такому же принципу, и она тоже сдала и получила с первого раза. Мы сдали, что она 38, у нее было баллов, что у меня. И мы сдали с первого раза, получили лернера. Так, готовились мы так. Сейчас многие покупают апы, кто-то покупает какие-то чат-боты. Я этого вам всего не советую, потому что есть куча бесплатных просто сайтов, где вы можно бесплатно проходить вот эти вот, учить вот эти вот вопросы, да, и проходить вот этот вот тест. Он там немножко, конечно, есть вопросы чуть некорректные, чуть изменены, но сама суть одинакова. То есть я не вижу смысла платить людям деньги, если вы можете сделать все сам. Я живу по такому принципу, мы сами с руками, то есть я все сам могу сделать. И вот пока у меня все получается. Не знаю, не люблю я платить никаким брокерам, крокерам, ничего не люблю платить за то, что я могу сделать сам. То есть я не какой-то там мультимиллионер, чтобы пальцы веером, сопли пузырями и рассказывать про то, что я все могу заплатить, то все, а потом у меня нет денег и так далее. Нет, мы все сами делаем, что можем. Короче, по ценам, да, 20 евро диск. Купили, изучили, обучились. На моем YouTube канале есть полный плейлист, где я рассказывал, как я подготавливался, какими сайтами пользовался. Там все у нас есть. Дальше, следующий момент. Это сколько стоит сам тест по теории, да, вождения. Цена его 45 евро. То есть вот плюсуем еще 45 евро. Обратно же у меня тест был в другом городе. Я ездил туда. Я эту сумму как бы в конце потом подсчитаю, скажу сумму чистыми, да, и сумму с какими-то, такими вот расходными материалами, типа вот потратить на дорогу. Я записал, сколько я на дорогу тоже потратил, но я сейчас говорю чисто такие вот сухие суммы, которые, без всяких там лишних, да, расходов. Смотрите, 45 евро тест. Если вы сдаете этот тест, то, чтобы получить карточку лернера, то есть пластик, да, еще 45 евро. Следующий момент, когда вы получаете свой пластик, приходит вам он на почту. После этого вы уже можете идти
и искать себе инструктора. То есть вы уже можете и в процессе, уже когда уже сдали, да, там пластик придет вам через 5, может 7 дней. Так что вы можете уже искать школу, либо до этого кто-то вам порекомендовал школу, и уже находить себе инструктора. Я учился и с англоязычным инструктором, и с русскоязычным инструктором. Скажу вам, что, конечно, на начальном уровне лучше с русскоязычным, но потом, даже если ты с русскоязычным, то лучше, чтобы он перешел на английский, и чтобы вы знали все четко вот эти вот, ну, все термины на английском. Вам их по-любому нужно выучить, потому что потом экзамен по вождению, он будет на английском языке, и от того, что вы скажете, что вы плохо знаете язык, да, он вам поможет, но все равно он будет говорить с вами на английском. Все равно главные термины нужно знать, там, как руль, ремень безопасности, капот, там, поворотники, лево, право, круговое движение. То есть все это вы обязаны знать, там, передачи, то есть как включить дальний свет, там, ну, вы понимаете, то есть вот эти главные тезисы, там, не знаю, слов 100, да, грубо говоря, вам нужно их знать обязательно. После того, как вы получили learner, в смысле карточку, вы заказываете 12 обязательных уроков. В моей автошколе цены везде разные. Я заплатил, если вы сразу оплачиваете за 12 уроков, то вы платите сразу 550 евро. То есть там получается 50 евро скидка. То есть вот я заплатил 550 евро, я прошел эти уроки. И после этого, когда вам выставили в вашем онлайн-кабинете все вот эти вот 12 обязательных уроков, после этого вы можете уже становиться в очередь на экзамен. Но обратно же не раньше, чем через полгода. Вот получили вы learner, вот эту карточку на руки, и только через полгода вы можете податься на экзамен по вождению. Раньше вы не имеете права. То есть они делают это к тому, чтобы вы немножко покатались, вы набрались опыта и потом уже приступали к сдаче экзамена. После того, как вы запишетесь на экзамен, стоимость этой услуги будет 85 евро. Вы записались, вы в листе ожидания, вы ждете, и смотрите, после того, если все хорошо, я сдал с первого раза, если вы сдаете с первого раза экзамен по вождению, то вот этот вот пластик, который я только что вам, да, показал, вот он, еще раз показываю, он выдается на 10 лет. Стоимость этого пластика 65 евро. Следующий момент, я скажу еще, да, перед экзаменом по вождению обязательно вам нужны уроки. И, конечно, если у вас есть какой-то суперспециалист, ваш друг, знакомый, который реально все шарит и сможет вам это бесплатно рассказать, дай бог ему здоровья. Но я брал еще 6 уроков. То есть я брал, то есть 3 дня подряд я катался, вот эти 6 уроков по 2 часа, то есть за 2 дня перед экзаменом, за день перед экзаменом и в день экзамена, прям в день экзамена, то есть у меня экзамен был в 10:05, то есть с 8 часов до 10 мы катались еще с англоязычным инструктором, который меня подготавливал, то есть автошкола, да. Я взял еще 6 уроков, получается это 300 евро еще. Обратно же это, ну, это все равно обязательно, но никак ты не можешь без этих дополнительных уроков сдать все с первого раза. Обратно же, если ты переучишься, да, если ты, ну, типа у тебя были права украинские, либо какие-то другие, ты это доказал, и у тебя всего лишь 6 уроков обязательных, а не 12, и ты, у тебя есть реально опыт, да, там ты все понимаешь, все шаришь, что по факту реально тебе только выучить по-английски вот эти все обозначения, да, все вот эти моменты автомобильные, в принципе, можно сразу ехать, если ты реально вводишь нормально. Так что, ну, тут разные, да, ситуации. У меня ситуация была такова, что я вообще в жизни ни разу не сидел за рулем. То есть в Ирландии я впервые сидел за руль, впервые получил ученические права, потом получил полные права, купил себе автомобиль. То есть это все у меня было впервые в моей жизни. А мне на такой, да, всякий случай уже 35 годиков. Так что для меня это было все намного, мне кажется, сложнее, потому что все это было в новинку в первый раз. Хотя многие говорят, что для меня лучше было, потому что я сразу учился по ирландским правилам. То есть я уже и не помню, как это было, да, в принципе, в Украине, потому что уже идет 4-й год, как я и моя семья находимся в Ирландии. И вот эти вот еще дополнительные 6 уроков, еще 300 евро сюда на базу. Теперь я вам говорю, да, сумму, то есть вот такую, да, сухую, без обязательств. Смотрите, все, что в обязаловку входит, я вам говорю. Я вам сейчас говорю сумму без вот этих вот 6 дополнительных уроков, потому что они уже в обязаловку не входят, да. Это уже ваше желание взять 2 урока, 4, 6, еще дополнительно 12. Это уже как вы сами захотите. Смотрите, получается такая история, что
без вот этих всех дополнительных уроков, которые вы возьмете экстра, да, если вам они нужны, то права выходят, если платить все, да, там, learner, это как его, 12 уроков, пластик 1, 2, 3, 5, 10, 810 евро, получается, обойдутся вам права, если вы будете все, да, оформлять, все делать с первого раза. То есть это не такая же большая сумма, да. То есть 810 евро мне вышли вот эти вот первые, да, полные ирландские права, если бы я не брал дополнительно 6 уроков. 6 уроками еще плюс. Это 1110 евро. 1110 евро. Смотрите, а если добавить еще поездки, да, туда, там, покушать, если еще добавить то, что со мной ездил друг, да, и я его тоже там как-то отблагодарил, да, не один раз, то эта сумма может выйти мне в 1300 уже, да, но это уже такое, знаете, это уже отдельно у каждого своя сумма. Вот сумма, которая, да, идет вот вся официально, если вы все делаете просто по табличке, да, как надо, то 810. Если берете еще дополнительные уроки, как у меня, то у меня 1110. Если с вами кто-то катается, вы его благодарите, ваша машина, бензин, вы понимаете, да? Если все в комплексе считать, у каждого выйдет разная сумма. Но вот у меня сумма, получается, вышла 810, если бы я не брал дополнительные уроки, 1110, и это с 6 уроками, и где-то 1000, не знаю, 350-1400, если полностью прибавить все, дорогу на тест по теории, на бензин, давал другу, туда, сюда, то есть вот так вот где-то 1400 в общем, полностью мне вышли мои права, чтобы их получить в Ирландии. Как говорят многие, что в других европейских странах намного дороже. То есть имейте в виду, если у вас есть опыт, вам не нужны обязательно еще дополнительные уроки, то по факту у вас будет даже эта сумма меньше 800. Вы понимаете, да, если у вас будет не 12 уроков, а всего лишь 6, и если вам перед экзаменом не нужны никакие уроки, то вы понимаете, у вас там сумма вообще будет 600, если не ошибаюсь, евро. Так что я думаю, что для тех, кто хочет свои украинские, да, права поменять на, выучиться на ирландские, и у вас всего лишь будет 6 уроков, то реально вы выиграете, вы тратите реально маленькую сумму, даже смешную в каком-то смысле, да, потому что я знаю, в Германии там или 2 или 3 тысячи евро нужно, и в других странах тоже очень-очень много. Так что в Ирландии еще по сравнению с другими странами это не то что дешевое удовольствие, но доступное для каждого. Доступно тупо для каждого, там, иммигранта, беженца, работаешь, не работаешь, для всех это доступно, потому что мой путь, да, до вот этого прекрасного пластика, да, driver lessons, да, то есть Ireland, мне по времени вышло 11 месяцев, понимаете, другим больше года, так что за год, я думаю, 810, либо 1100, либо 1400, я думаю, можно наскребсти, можно найти и выучиться. Обратно же, кому сколько нужно уроков. Кто-то берет и по 20, и по 25, поверьте, и по 30. Разные ситуации, так что это все приблизительно. И я сказал свои цифры, да, я отвечаю за свои цифры, за свою ситуацию. Не забывайте подписываться и становиться спонсором моего канала. Я серию роликов уже снимаю и скоро начну выпускать только для спонсоров. Где конкретно, вот сейчас, да, я рассказал сумму, но поверьте, для спонсоров я раскрою немножко другие факты, немножко другие лайфхаки, да, немножко другие моменты, которые будут им интересны. И если они ними воспользуются, то они сэкономят деньги, сэкономят свое время. И поверьте, с лучшим результатом подготовятся к тесту, к экзамену по вождению. Так что оставайтесь на моем канале, становитесь спонсором. Спонсорство всего лишь от 2 евро. Я думаю, это копейки в нашем мире, в наших реалиях ирландских. Так что жду всех в нашем закрытом чате, в нашем закрытом сообществе. Да. Не стесняйтесь, оформляйте спонсорство. Будем вместе лететь в светлое будущее. Пишите в комментариях также, как считаете, дорого это, дешево. И ваши примеры, если вы уже сдали, сколько вам вышло это все в общей сумме, да, или если вы там в Германии живете, в Нидерландах, в Италии, во Франции тоже сдали на права, сколько в этих странах стоит, чтобы реализовать эту прекрасную мечту, потому что без автомобиля, конечно, в нашем мире очень сложно. Всем добра, позитива, хорошего настроения, всегда держу в курсе, всегда на связи.